В этом видео я покажу вам неопровержимые доказательства существования путешественников во времени. Фильм «Назад в будущее», книги о путешествии во времени, куча фантастических рассказов на эту тему. Как вы думаете, почему все это так популярно? А я вам скажу, потому что путешествия во времени реально существуют. Сегодня увидите настоящие фото и видео с людьми из будущего, а в конце вы узнаете, пожалуй, самую страшную и поразительную историю. Приятного просмотра! Смартфон в 90-х. Вам случаем не кажется, что некоторые люди будто попали к нам из будущего? У меня серьезно сложилось такое впечатление. Вы только представьте, всего один человек смог предсказать итог международного турнира по компьютерной игре Dota 2 в 2017 году. Тут точно что-то нечисто. А ведь я уже находил уйму подозрительных и странных кадров, где встречаются люди как будто бы из будущего. Вот взять, к примеру, давний бой между знаменитым Майком Тайсоном и Питером Макнили. Взгляните на эти кадры. Вам не кажется, что тут что-то не так? А теперь взгляните на человека на заднем плане. Вам не кажется, что этот подозрительный мужчина держит настоящий смартфон в своих руках? Вы можете возразить, что тут такого, ведь многие зрители в первых рядах снимают памятные фото и видео на любых соревнованиях. Так вот, странно тут то, что этот бой проходил в 1995 году. В 90-е просто физически не могло существовать смартфонов. Тогда даже сотовые не были особо распространены. Почти все телефоны были проводными и даже существовали уличные таксофоны, где за небольшую плату можно было позвонить кому угодно. А еще важно отметить, что камеры и фотоаппараты в те времена тоже были слабо развиты. Почти все современные модели на момент поединка были очень больших размеров. Так что этот предмет в руках зрителя уж точно не фотоаппарат или камера. Лично мне кажется, что это реально смартфон в его руках, с которого он снимает видео. Посудите сами. Сверху, где обычно у телефонов камера, расположилась черная точка, а справа что-то бликующее и даже в моменте светящееся, как будто во время съемки включили вспышку. Вообще, когда я готовился к этому видео, мне реально стало страшно. А вдруг есть люди, которые реально знают, что произойдет в будущем? Нам остается только надеяться, что такой человек не станет предпринимать никаких ужасных действий. Человек с сотовым телефоном в начале 20 века. Ну ладно, что-то я сильно загнался по поводу путешественников во времени. Мне все-таки надо продолжать свой рассказ. Так вот, посмотрите и на это фото. Казалось бы, в нем нет ничего особенного, просто старо-черно-белая фотка из начала 20 века. Но стоит приглядеться к человеку на переднем плане, и, как оказывается, он уверенной походкой шагает по своим делам, держа в руке подозрительно похожий на телефон предмет. Я долго всматривался в это фото. Сначала в моей голове появилась мысль, что это съемки какого-то кино. После я обратил внимание на торговую лавку на заднем плане и подумал, что это какая-то стилизованная ярмарка или фестиваль. Но когда я увидел сзади древний трамвай, который едет по дороге, я понял, что это фото было сделано лет так 100 назад. Буквально. Обратите внимание также и на людей. Они все ходят в одежде, которая еще больше указывает на то, что это 20 век. А как я уже сказал, даже в 90-е было сложно найти мобильный телефон. Так что на этом фото вы точно видите путешественника во времени, который пытается до кого-то дозвониться. Но не хочу его расстраивать, без спутников и вышек сотовой связи невозможно совершить ни единого звонка. 1928 год и снова мобильник. Ну что, пора нам переходить к более интересным историям. Представьте, на дворе 1928 год. Все вокруг заняты работой на заводах. Кто-то открывает свой бизнес, кто-то идет в науку и добивается там огромных вершин. А вы просто обычная женщина, которая пошла на премьеру фильма Чарли Чаплина «Цирк», попутно разговаривая со своей подружкой по телефону. Вам не кажется, что тут что-то выбивается из общего фона? Вы только взгляните на эту видеозапись.
Как утверждается в интернете, это реальные кадры, на которые попали самые обычные прохожие. Все они увлечены творчеством Чарли Чаплина, поэтому пришли поглядеть на его новую работу. Для нас в 21 веке может показаться, что все отлично. Но если бы в те времена люди знали о существовании сотовой связи и возможности позвонить из любой точки мира кому угодно, то они точно были бы в шоке. Ведь достаточно немного приглядеться, и сразу будет видно, как женщина в длинном пальто и шляпе топает по своим делам и радостно с кем-то общается по телефону. И тут не может быть никакой ошибки. Смотрите, на кадрах видно, что она держит в руке какой-то предмет по форме напоминающий телефон, и при этом с кем-то разговаривает. Вы можете возразить, вдруг она держит грелку или еще что-то в руке, а болтает с другим человеком на улице. Только вот ведь незадача. Вокруг женщины почти никого нет. Лишь один спешащий мужчина, который достаточно быстро отдаляется от нашей мадам. Так к тому же в конце видео мы видим, как женщина останавливается и поворачивается. То есть она не разговаривала с тем прохожим. Она четко посмотрела в камеру и продолжила болтать по телефону. Может быть, это все-таки путешественник во времени, который знал, что его снимает камера? А что, звучит вполне логично. Возможно, женщина сделала это и вовсе специально, чтобы в будущем люди, как я и вы, сидели дома и пугались от страшных фактов. В любом случае, у меня остается лишь один вопрос. Где достать такой телефон, который работает без спутников и телефонных вышек? Может быть, это специализированная и очень секретная разработка военных? Пишите в комментариях ваше мнение, ведь мне это очень интересно. Фоторепортер из будущего. А вот эта фотография находится в одном из музеев Канады. К тому же она навела много шума в интернете. Казалось бы, обычное фото, куча зевак, которые наблюдают за чем-то интересным. Что тут может быть не так? Да то, что на этом фото отражены события 1941 года. Тогда был открыт один не особо примечательный провинциальный мост. И на этом фото изображены обычные прохожие. Или не особо обычные. Когда я увидел это фото, я пришел в шок. Взгляните на этого мужчину в очках. Вам не кажется, что он одет как-то странно? Все вокруг в официальных костюмах, в шляпах, а он в каких-то солнцезащитных очках, футболке с принтом, да и в руках лежит профессиональная камера прямиком из будущего. Благо, он хотя бы не нарушает законы физики и не разговаривает по телефону. Но все равно, что забыл этот молодой человек в 1941 году в такой одежде? Я даже специально поискал одежду и аксессуары, в которые он был одет. Вот, взгляните, это обычные китайские солнцезащитные очки. Футболку точно с таким же принтом я найти не смог, хотя что-то очень схожее я все-таки откопал. Вот, взгляните. Ну и, конечно же, камера нашего героя. Не кажется вам, что тут уж слишком много сходств? Шумиха вокруг фото была настолько большой, что даже ученым пришлось проверять подлинность этой картинки. Они провели тщательные исследования на предмет ретуширования и не нашли никаких следов. Так что если вы думали, что это фотошоп, то вы оказались глубоко неправы. В общем, я могу с уверенностью сказать, на этом фото путешественник во времени. На это указывает даже его внешность. Вон, прическа прямо из барбершопа. Такие вообще не носили в 1941 году. Хорошо, что он отправился в будущее лишь для того, чтобы сфотографировать открытие моста. Вдруг он натворил бы чего похуже. Путин бессмертен? Пока я рылся в поисках других путешественников во времени, я обнаружил очень интересную статью. В ней говорилось о том, что нынешний президент России Владимир Путин бессмертен. Ну или он очень любит путешествовать во времени. Что за бред, спросите вы у меня? А я вам, как обычно, отвечу: взгляните на фото. Не кажется ли вам, что у всех этих людей на фото уж слишком много сходств во внешности? Нет, я все понимаю, дети могут быть очень похожи на родителей, но разница в датах между этими фото уж слишком велика. На первой картинке изображен древнегреческий человек, который смотрит вдаль. Приглядитесь к очертаниям лица и головы. Форма ушей и носа буквально один в один. Скулы, щеки, улыбка – все одно и то же.
А вот на следующей картинке изображен какой-то купец, который жил почти 600 лет назад. Он же тоже крайне похож на Владимира Путина. В целом, как и все остальные картинки и фотографии, на них всех изображены люди, которые буквально копии президента России. Лично меня очень пугает это совпадение. А вдруг этот человек реально бессмертен? Это же насколько он силен и могущественен за счет всех своих знаний. Страшно даже представить. Но я очень надеюсь, что это хотя бы путешествие во времени. Тогда не стоит особо переживать. Всего-то в СССР в каком-то отделе КГБ изобрели машину времени и отправили туда Путина. А вот что он там делал, история уже умалчивает. Очередной сотовый телефон. Наверное, я уже достал вас с телефонами на старых снимках. Но как мне по-другому доказать вам, что можно путешествовать во времени? Ведь одним теплым летним днем уличный фотограф решил сделать снимки самых обычных прохожих. Ему очень понравились 3 девушки, которые, увлеченно болтая, шли по своим делам. Правда, та, что посередине в это время, была отвлечена на телефонный разговор. Ничего необычного, скажете вы. Ей просто позвонил ее возлюбленный. Пусть будет так, но меня настораживает факт того, когда этот снимок был сделан. А было это, ой, как давно, аж в 1938 году. Приглядитесь на снимок, она ведь и правда держит какой-то темный и продолговатый предмет в своей руке. Первые сотовые телефоны были как раз примерно такого большого размера. Может быть, она попала в 30-е годы прошлого столетия прямиком из 2000-х? Странно то, что все люди вокруг как будто не обращают внимания на эту девушку. Ладно, что-то я не особо пугаюсь от этого фото. Наверное, потому что девушка на снимке как будто держит прядь своих волос. И правда, она ведь могла их просто поправлять, а на фотографии с плохим качеством, еще и черно-белой, все слилось, из-за чего теперь кажется, будто у нее в руке телефон. Во всяком случае, при виде этой картинки сразу начинаешь задумываться, а точно ли все на этом фото в порядке. А как вы думаете, эта девушка все-таки путешественник во времени, или она просто поправляет свои волосы? Очередной путешественник попался на фото. Надеюсь, у меня получилось вам доказать, что путешественники во времени все же существуют. А предыдущее фото лишний раз доказывает то, что не всем источникам можно верить. В своих видео я специально несколько раз перепроверяю информацию, чтобы вы смогли получить качественный контент. Поэтому то, что ждет вас дальше, настоящая правда. Вот взгляните на это фото. На нем несколько обычных отдыхающих специально позируют в кадре, чтобы лучше получиться. Почти все эти люди надели свои лучшие наряды, которые только можно найти. По фото можно точно понять, что все действия происходят где-то на пляже. И правда, мальчик в одних плавках, женщина как будто заходит в воду, и парень в центре кадра в шортиках и современной футболке. Кажется, самый странный тут как раз-таки мужик в пиджаке, но не тут-то было. Этот кадр был сделан в 1917 году в парке Кейп-Скотт, который расположился совсем недалеко от Ванкувера. И мы с вами уже давно поняли, что в те далекие времена футболки никто не производил. Да они вообще появятся лишь несколько десятилетий спустя. Тогда у меня возникает логичный вопрос. А откуда у этого парня такая одежда? Чудеса, не иначе. Подружка Мэрилин Монро из будущего. А дальше я бы хотел показать вам фотографию одной из самых красивых женщин, которые только существовали на нашей планете. Перед вашими глазами очаровательная Мэрилин Монро, которая, как обычно, восхитительно позирует перед камерой. Мы можем видеть, что она стоит где-то в уборной, а сзади нее, вероятно, подружка. Но вы не находите в ней ничего странного? Приглядитесь, что это у нее в руках? Если честно, мне это очень напоминает смартфон от одной яблочной компании. Белый корпус, черные точки в местах, где обычно крепится камера, провод питания, как будто это и правда смартфон. Так вы еще посмотрите на лицо этой женщины, она же буквально делает селфи. И главное, что это ни разу не фотошоп. Это еще одна полностью проверенная и изученная учеными фотография. Ведь когда ее увидела публика, все были просто в шоке. Метка 10. Путешественник во времени записал видео. Ну что, пора рассказать вам самое интересное? Взгляните на эти кадры.
Удивительно, не так ли? У двух разных людей одна и та же татуировка. Обыденное дело, скажут многие. Но не тут-то было. На видео два мужчины. Так вот, тот, что помоложе, утверждал, якобы он залез починить водопроводную трубу у себя в шкафчике, как тут же он увидел белый свет. Он пошел на него, нашел люк, залез в него и вылез в своем же доме, только несколько десятков лет спустя. Как он это понял? Он встретил себя самого, только уже более взрослого. У этого дядьки были такие же черты лица, такая же манера общения. А самое главное, у них были одни и те же татуировки в одних и тех же местах. Но меня больше всего поражает тот факт, что этот человек все-таки решил записать видео и выложить его в интернет. И тут-то случился настоящий бум. Люди не могли поверить, что эти кадры не фейк. Было много шума и разоблачений. Но для меня это все пустой звон, ведь я нашел статью, что более молодого парня больше никто и никогда не видел, будто он и правда вернулся в свое время и продолжил жить обычной жизнью. Если честно, мне от этого становится жутковато. А вдруг прямо сейчас ко мне в дверь придет я, только старый? И что мне делать? Слушать нотации о всякой фигне? В общем, сплошной ужас в этих путешествиях. Это было видео о путешественниках во времени, которые спалились на фотографиях и видеозаписях. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки этому видео, если оно было полезным и интересным, и до встречи в следующих видеороликах. Пока!